Так, друзья мои, приветствую всех присоединившихся и присоединяющихся. Напишите, слышно, видно, чтобы я продолжил разговор с вами, как обычно, душевный разговор о даре и предназначении. Но первым делом я прошу, чтобы вы написали, слышно, видно, хорошо ли, плохо ли. И мы с вами начнем. Напишите, слышно, видно. Напишите, есть ли у вас дар, знаете ли вы о своем предназначении. Пообщаемся на эту очень интересную тему, и я отвечу на ваши вопросы, вы мне расскажете что-то свое. Отлично, киса тут, благодарю. Ну, хорошо, слышно, видно, надеюсь, что все слышно и видно. Если нет, то напишите, будем поправлять. Значит, о даре и предназначении. Собственно говоря, и первое важно, и второе очень важно. И мне бы хотелось узнать у вас, вы знаете свое предназначение? Есть ли у вас дар? Вот эти какие-то базовые, основные вещи в вашем понимании присутствуют? Ну, то есть вы знаете свое предназначение. Вот чем вы занимаетесь и чем бы вы хотели заниматься? Что для вас более важно, чем, не знаю, какие-то рутинные вещи, в которые нас загнали. Но это нелюбимая работа, необходимо идти на работу, зарабатывать там, и все остальное. Есть ли у вас понимание о своем предназначении? Вот, ну, допустим, мое предназначение это заниматься целительством и обучать людей, у которых есть дар. Я думаю, что это самое важное дело в моей второй жизни после клинической смерти. И мне этим приятно, интересно заниматься. Я не испытываю никаких проблем, каких-то тяжелых встреч, раскачек для работы. Не вспоминаю в холодном поту, что мне завтра с кем-то нужно работать. Поэтому для меня это приятное предназначение, то дело, которым я сейчас занимаюсь. Напишите, что у вас, чем вы занимаетесь, есть ли у вас дар, знаете ли вы о предназначении, или просто сейчас пока дар, или вообще ничего нет. Ну вот нет и все, нет, вот не знаю, хожу на работу, занимаюсь какой-нибудь хреновиной, ну или там, не знаю, сижу с детьми, или не первое, не второе, там, не знаю, на пенсии, и мне хорошо на мои там 12-15 тысяч. Напишите, что у вас, пообщаемся, как всегда, душевно. Сегодня вот видите, в каком я одеянии. Я сейчас в Перу. Приехал из джунглей. Я сейчас общаюсь с шаманами. У нас, так сказать, обмен опытом. Я учусь у них, провожу церемонии и прохожу церемонии айаваски. Ну и вот местный такой тут пончо, такой вот местный колоритный костюмчик мне посоветовали, и вот теперь я в нем. То есть, понимаете, да, вот такой-то разрез для головы. Ну, тут еще вот есть такой капюшон. Вот в таком вот виде, если хотите, я вот, вот предстану перед вами, еще мне какой-нибудь посох, и вообще хрен поймешь, что за крендель. Поэтому я не буду вот эти все штуки одевать. Мне так комфортно, ну, а костюм будет, так сказать, говорить о том, что ну, к чему-то меня, наверное, причислять. Тут будет понятно, что такого, что, кто я и что я тут вещаю. Так как у меня сзади обыкновенная гостиничная стенка, нет никакого антуража, поэтому как есть, так оно и будет. Вот. Поэтому я хочу от вас почитать, что у вас есть, какой дар и все остальное. Знаете ли вы свое предназначение? И мы пообщаемся. Я рассказал
про свое предназначение. Дар у меня появился после клинической смерти. Это другое видение, восприятие, понимание и знание в исцелении. Поэтому вот я рассказал про себя, вы расскажите про себя, и будем с вами общаться. Вот, я читаю те вопросы, только которые я считаю нужными. Можете ножками не топать, вот эту всякую хрень, которую вы пишете, соцсказы типа героина и прочее всякое фуфло, либо подвязываете и проходите мимо, или подвязываете и оставайтесь, но такую дичь мне не задавайте, либо я вас просто отправлю в бан с огромным удовольствием. И, к счастью, мы больше никогда с вами не встретимся. Вы алкоголь употребляете? Нет, алкоголь я не употребляю. Так, вот здесь вот пишут мне вот Вика. Я работаю с людьми в медучреждении, до сих пор в поисках себя. Хочу узнать, есть ли у меня дар. А, Вик, это, так скажем, следующий этап. Очень многие в медучреждении мне пишут и говорят, что они хотят, им кажется, что чем-то они обладают, они хотят более подробно узнать об этом. А для того, чтобы узнать, есть ли у вас дар, напишите мне по ссылке в шапке профиля. Приходите, я провожу диагностику дара давно уже по видеосвязи, и мы с вами обсудим, встретимся. Мне нужно видеть человека, только тогда я могу сказать о его даре, о его предназначении, о его болезнях, ну и прочих всяких штуках, только тогда, когда я его вижу. Я не работаю по фотографиям, я не раскидываю картишки, я не лью всякие свечурки воском в воду, вот это не шлепаю. Поэтому мне нужно видеть, и тогда я отвечу на все ваши вопросы. Добрый вечер, добрый. Ну что, друзья мои, что есть у вас, у кого дар, кто знает свое предназначение? Вот про себя я рассказывал, теперь расскажите вы про себя, ну и, собственно говоря, задавайте вопросы. Благодарю, непременно напишу вам. Благо и вам дарю, ваше благо принимаю. Так, друзья мои, не пишите мне тут, не лезьте со своими, так скажем, общими эфирами, вы мне не интересны. В тот момент, когда я уже провожу эфир, я не принимаю никого, вы мне не нужны. Если у вас есть что-то интересного рассказать, напишите мне по ссылке в шапке профиля, мы с вами пообщаемся, и вполне возможно, что я выберу вас для прямого эфира. Возможно и нет. То есть, если у вас будет что-то интересного рассказать, то вопросов, собственно говоря, никаких. Я с удовольствием выйду вместе с вами в эфир. Сколько стоит диагностика дара? 180 евро стоит диагностика дара. Я живу не в России, но можно оплатить и рублями. В пересчете я вам вышлю сайт, там я пересчитываю каждый день. Курс рубля то падает, то поднимается. Вот в таком вот ракурсе рубль туда-сюда. 180 евро уже давно. Вот январь, февраль сейчас идет, по-моему, с декабря, что ли. То есть вот так и есть, 180 евро, так оно и идет. А любую другую валюту, ну, пересчитаем не по банковскому курсу, а по тому курсу, который мне продадут. То есть евро или доллары, рубли или гривны, сомы, драхмы, в общем, все это считается, поэтому не проблема. Добрый вечер, уважаемые, здоровья вам. Здоровья и вам дарю, и благодарю за добрые слова. Вот, значит, по дару. Очень рекомендую, если он у вас есть, его все-таки развивать, а не зажать где-то и не болеть неприятными болезнями непонятными. У меня есть видео, и не одно, и, по-моему, даже не один десяток, когда на прием приходили люди с непонятными болезнями, оказывалось, это только из-за того, что у них есть дар, они ими не пользуются им.
Ну, иногда один, два, три, так скажем, дара. Ну, кто-то медиум, кто-то целитель, кто-то проводник. Поэтому здесь все по-разному. Дар может быть один, два, три, несколько. Все зависит от тех духов, которые с вами хотят взаимодействовать. Дар как таковой, даром мы не обладаем. Мы, наша конструкция, люди, мы никаким даром не обладаем. Дар может проявляться только тогда, когда с нами хотят, через нас хотят взаимодействовать энергоинформационные субстанции, которых я называю духами. Мне так проще. Я долго думал, как их назвать. Я их начал видеть после клинической смерти. Долго определялся, как же все-таки этих кракозябриков называть. И не только кракозябриков, там есть разные персонажи, их огромное количество, как в зоопарке они здесь представлены. Ну и по счастливому случаю я попал в Монголию, жил, работал, обучался у шамана. Работал, то есть я принимал его прихожан. Ну и, в общем-то, его кракозябрики назывались духами. Вот эти энергоинформационные субстанции он называл духами. Ну вот мне оно зашло, и я их называю духами. Здесь шаманы перуанские их называют по-разному. Ну, мне пока шаман это здесь очень распространенная, уважаемая, так сказать, специальность. Люди, которые занимаются целительскими практиками. Вот. И у них духи как-то по-своему называются. Ну, в общем-то, не столь важно. Поэтому взаимодействие с духами и дает нам некие сверхвозможности, сверхспособности. Есть ли у вас что-то? Какие у вас есть? Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как выглядит тот мир, который не видим человеческому глазу? Спасибо. Сейчас у нас тема немножко другая. Если хотите, приходите ко мне на консультацию, я вам все расскажу. Или же мы с вами пообщаемся в это отдельный эфир. Лучше всего приходите на практику измененного сознания, и вы сами все увидите. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Здесь нет ничего секретного, здесь нужно просто стать безумным, чтобы ум не фильтровал. Ум – это вредоносная программа, находящаяся у нас над головой, мешающая нам жить и в конце жизни убивающая нас. Поэтому практика измененного сознания вам поможет увидеть, побывать. Там мир не один, их очень много. Ну, самые первые, которые ближе всего. Я вам покажу, сами посмотрите, в этом нет никаких проблем, по крайней мере, вы будете уже в теме. Чтобы вам не пересказывать со своей точки зрения, у вас может быть что-то другое, немного плюс-минус будет, поэтому я вам рекомендую все-таки посмотреть самой, через меня как проводника я вам все покажу. Эта практика называется шаманское погружение, но можно краткосрочно, это шаманское дыхание, которое я провожу. В любом случае, ссылка в шапке профиля. Пишите, и там мы пообщаемся. А я пока почитаю другие комментарии. Ольга, благодарю за подарки. Благодарю всех за подарки. Благодарю. Ясновидение, яснознание, тоже связь с духами. Конечно, откуда мы все это будем знать и видеть? Мы не способны на это, у нас этого нет. И те же ясновидения, кому-то что-то приснилось в сновидении, дают духи, дают информацию о ближайшем будущем. Многие ее себе, мне приснилось, я там ясновидящий. Ну, будем честны, я как Дмитрий из себя ничего не представляю. Все, что я умею, чему я обучаю, как я исцеляю, это все идет взаимодействие с духами, и они через меня все это делают. То есть я просто как проводник. Благодарю вас, Тина. Благо принимаю, вам дарю. Поэтому приходите, если есть желание, пишите. Так, практика измененного сознания – это медитация? Нет, ни в коем случае. И вам не советую. Медитация – это полная хрень, в которой вас разводят,
и пока тело в одиночестве, то есть вы куда-то там типа ушли, его занимают другие персонажи. И я так устал уже, огромное количество людей, исцелять от всякой хрени, поселившейся в момент медитации. Услышьте меня, но это очень неполезно, и медитация к измененному сознанию ничего общего с измененным сознанием не имеет. А медитация – это огромный эгрегор, в который вы заходите, он вам что-то там показывает, какие-то там просветления или еще какую-то ерунду. А в этот момент сидящее тело ваше пустое занимает ваш домик, другие персонажи. Оставляют там всякие подарки, следят, гадят, а потом вдруг у вас что-то начинает болеть, что-то вообще плохо в жизни. Ну, в общем, дальше, я надеюсь, все понятно, рассказывать я не буду. Зло возвращается, это к чему? Вы как-то так осознанно пишите, ни признаков препинания. Вот как-то будьте осознанными или просто пройдите мимо и не пишите здесь непонятные штуки. Научитесь писать, чтобы я понимал. В конце надо ставить знак препинания какой-то. Или вы утверждаете, поставьте точку, что это утверждение. И вот этот детский сад транслируйте, если без всяких знаков препинания, на тех детей, которые тоже пишут все слитно и без знаков препинания. Здесь вам делать нечего. У меня все просто, друзья мои. Я не буду лукавить. У меня все просто. Так, ну что, друзья, у кого что есть, кто чем занимается, может быть, какими-то практиками, может быть, магичит, может быть, еще что-то делает. И вообще, вы знаете о своем предназначении? Кто-то там напишет, я знаю, я там, не знаю, там чего-то, чего-то, кто-то и зачем-то. Напишите. Благодарю вас за лайки, друзья мои. Ставьте, ставьте. Если пальчик не устал, то вот, вот. Потыкайте, пожалуйста, мне будет очень приятно. Ну и другие, собственно говоря, увидят эфир и придут. Благодарю вас за подарки, благо вам дарю от души, вы от души дарите, и я от души их принимаю. Ну и, собственно говоря, рассказываю, лайки пошли, собственно говоря, рассказываю то, в чем я специалист, то, о чем у меня есть свое видение и огромный опыт. Я не прошу вас там стучите, стучите, делитесь, делитесь, дарите подарки. Но раз посмотришь эту дичь, пипец, эти девочки сидят, картишки умеют, что-то отливают, что-то, это, блин, это пипец. Сколько же смотрят эту дичь. Так, что тут пишут? Отцу пишет. Постоянно снится разные ужастики, иногда не хочу спать. Вопроса нет, мне не на что вам отвечать. Расскажите о себе. Я не думаю, что всем здесь интересно обо мне. Зайдите в профиль, там куча всего о том, что со мной произошло. Произошла травма, перелом позвоночника, и мое тело перестало подавать признаки жизни, то есть это называется клиническая смерть. Ну и после этого уже все началось, после того, как я, так скажем, пришел в себя. С этого и началось. Ну, почитайте, там, посмотрите видосов, их огромное количество, про себя я все рассказываю. Сейчас я нахожусь в Перу, шамана в джунглях. Вот иногда выезжаю куда-нибудь в какую-нибудь гостиницу для того, чтобы... Я веду курсы для того, чтобы поработать с ребятами. У меня есть люди, которые записываются и приходят на прием. Соответственно, я их принимаю. Мне нужен интернет, и я вот в данный момент в перуанской гостинице. Вот. Так что почитайте, посмотрите, там много-много всего. Сейчас я работаю с людьми. Я обучался у шамана в Монголии, сейчас вот обучаюсь у шамана в Перу. Ну, в общем, все посмотрите. Так, Лилия пишет.
Предназначение человека – это жить в гармонии с собой. Это все слова, это пустышки, которые вам втирают. Гармония с собой. Что такое гармония с собой? Вы сидите и на гармонии, что ли, играете? Ну, не обижайтесь, да? Давайте вот постебаемся над этим словом. Гармония с собой. Что есть гармония с собой? Что это такое? Ну, не знаю, когда вам хорошо, ну хорошо все время быть не может. То есть хочется, то спать, то на горшок. Что такое гармония? Предназначение это вовсе не гармония. Гармония это еще какое-то придуманное слово, непонятное, задурить голову всем остальным. Типа круто, непонятно. Предназначение это то занятие, которое тебе приносит огромное удовольствие и, самое главное, реализацию в этом удовольствии. То есть вы, ну не знаю, я вот занимаюсь целительством и обучением, для меня это приносит огромное удовольствие, и для меня это реализация. Я это умею, я работаю с духами, я помогаю, я исцеляю, я обучаю, делаю таких же целителей. Вот для меня это предназначение. Для кого-то предназначение всю жизнь работать с шофером. Это абсолютно нормально, но вот там для кого-то шить предназначение, для кого-то, не знаю, работать с детьми. То есть предназначение, еще раз, это собственная реализация и удовольствие от этого, от этой реализации. То есть это то, что вас захватывает, от чего вы просто балдеете, тащитесь, и для вас это, ну, огромное удовольствие. Татьяна пишет, я точно не знаю, но вы говорили, да, Татьяна, Минск. Наверное, перед этим вы написали сообщение, оно не дошло. ТикТок иногда тут с этим так вот проходит у него. Либо еще раз напишите, чтобы мне было понятно. Друзья мои, я не буду читать сообщения, в которых нет вопросов. То есть вот вы написали, встретила одного человека, который сказал, что ну, встретили, ну, замечательно. Я недавно, не знаю, там, сидел в джунглях и рассматривал обезьян. Так, по предназначению, наверное, у меня есть, но еще не умею пользоваться. Пару раз пробовал проводить ритуалы на кладбище. Получился я с ума. Ритуалы на кладбище. Как круто, кладбище, ритуалы. Ерунда, ритуалы на кладбище. Ну, круто, да, ритуалы на кладбище. Какой перец, прям классные ритуалы на кладбище. Ну, ребят, ну будьте разумны. Какое кладбище, какие ритуалы? Добрый вечер, добрый. Нет, вы можете проводить все что угодно, пожалуйста. У каждого свой таракан. Тамила пишет, у меня такой вопрос. Девушка нашла у себя дома подклад. Она могла его переложить на меня в мой дом. Дальше пишет, и он уже не на нее будет действовать, а на меня. Нет, подклад делается персонально. Никакие переложить, отложить, это вам не печенька. Я куснул, тебе отдал. Теперь ты кусай, ты кусни, Пете отдай или Тане. Это вам не печенька и так не работает. Дальше про шамана, которого она встретила, это тот Алма. Взял мою руку и ладошку, сказал, вонзает платиновую иголку. Вы знаете, что это? Друзья мои, будьте разумны. Я этой дичью наслышан был в детском саду еще.
Какой-то шаман, какой шаман, гоните в шею, какую-то платиновую иголку, он вонзает. Это... Возьмите лучше красные трусы, киньте на люстру, и будет все ништяк. Обязательно красные. Но желательно чистые. Ну перестаньте вот это вот, он вонзает, вот это, просыпайтесь, что это дичь понасовали в башку уже, по-моему, всем, кому не лень, но те, кто более-менее трезвый, тот ржет над этим. И я ржу над этим. Платиновую иголку, он сказал, что он шаман. Да я, может быть, там, не знаю, Абрамович, блин. Вы же поверите в это? Нет, скажете, а где бабло твое? Только ты тогда спрашивай про шамана. Шаман ли он? Невозможно много писать, ограничения по тексту. Приходите ко мне на консультацию, я посмотрю вас, вашего шамана, платиновую иголку и все остальное. Привет с Днепра. Привет, Саша, тебе с Перу, из джунглей. Здравствуйте, Одесса. Здравствуйте, Перу, джунгли. Так, друзья мои, кто с Днепра и прочая всякая фигня, вы пойдете сейчас у меня в бан быстренько, и все у вас пройдет. Все вот эти, кто с Днепра, и все остальное, вы меня быстренько свалите отсюда в бан, и мы закончим с вами вот эти терки. Вы здесь не на митинге, так что пройдите мимо, и все будет хорошо. Детский сад вместе с вами пусть уходит. А кто чем занимается? Напишите, кто чем занимается. Может быть, целительством, может быть, медиум, может быть, еще, может быть, кто-то, у кого-то есть какие-то понимания, что вдруг что-то у него есть, но он не знает, что это и как с этим, не знаю, управляться, наверное. А сказать некому, потому что подумают еще, что совсем куку. Вот в этих случаях пишите, приходите, пообщаемся. У нас огромная команда тех, кто у меня учится, обучался, я провожу обучение не первый год, поэтому нормально, ненормальных нас много, и вам будет комфортно, и вы будете развиваться, и дальше вы будете заниматься целительством и очень хорошо зарабатывать. Поэтому не сидите, не думайте, что кто-то вас засмеет с вашим даром или какими-то способностями. А вы кого-то слышите, кого-то видите. Абсолютно никто вас не засмеет. Здесь все нормально, ненормальные. Поэтому приходите. У нас комфортно. У нас мы работаем с людьми, занимаемся целительством. Ну и, в общем, все по списку. Вот, так что предназначение бывает разное. У всех оно разное. Но я вам очень советую найти свое предназначение, потому что очень многие живут не своей жизнью, ну, то есть занимаются не своими делами, живут не с теми людьми. Ну, в общем, все, как говорится, все совсем не так. Если по целительству понятно, а если по предназначению понятно, то я надеюсь, что понятно и по дару, который, не скрывая, приходите, пообщаемся, я вам все расскажу. Если есть какие-то вопросы, пишите. Если нет, будем, наверное, на сегодня потихонечку заканчивать наше общение. Если есть какие-то темы, то пишите. Хочу вот на вот эту тему пообщаться в эфире. Если есть желание, можем пообщаться и совместно провести совместный эфир. Вот. Так что пишите, кому интересно. Сейчас задавайте вопросы. Если вопросов не будет, то, значит, будем расставаться. Спасибо, Ирина Соболь. Благо и вам дарю. В другой раз уже пора отдыхать. Ну, хорошо, у каждого свое время. У меня время на 8 часов раньше от европейского. Всего доброго. Ну, все, значит, тогда всего вам доброго. Всего вам доброго. Благодарю, благо принимаю и вам дарю. Отдыхайте.
отдыхайте. Если есть какие-то вопросы, можете писать. Благодарю за лайки, благодарю за подарки. Благо вам всем дарю.